Казмунайгаз подтвердил о том, что ведутся переговоры о возвращении казахстанской нефти в газопровод, в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. На твой взгляд, насколько сейчас можно говорить о том, что вопрос с загрязнением Азери-Лайт, с загрязнением этого нефтепровода решен? Ну, давайте по порядку. Это полудетективная история. Напомню, что первым об этом событии заговорила компания BP. Для меня это было наиболее удивительным, потому что оператор проекта добычи нефти на территории Азербайджана, компания BP, то есть она добывает нефть. Оператор нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, компания BP, и она же сообщает о том, что нашли органику, хлорку там какую-то. Ну, очень странно. То есть они сами, весь мир оповестили о том, что мы где-то здесь ошиблись. В числе прочих пострадавших в Джейхане нефтеналивной порт, чтобы было понятно, логика тоже понятна. Вместо того, чтобы какими-нибудь там поездами или не знаю, чем еще увозить азербайджанскую нефть, трубопровод там, порт, весь мир открыт, все удобно. Одной из пострадавших сторон себя заявила Румыния. Был такой момент, 4 августа Министерство энергетики Румынии заявило, что возникла ситуация кризисного уровня. Компания румынская, с характерным названием ОМВ «Петролиум», ОМВ – это Австрия, совместное предприятие, заявила, что в 92 тысячах тонн партия нефти пришла, обнаружена вот эта хлорка. Еще от 92 тысяч тонн отказались, то есть не стали принимать, подозревали, что следующий танкер тоже принесет проблемы. Стали размышлять. В Румынии тут же мгновенно, вот надо отдать им должное, вот что умеют, то умеют. Было четко заявлено, что это, конечно, провокация со стороны России. Молодцы. Я считаю, что просто молодцы. Нефть добыли в Азербайджане, прокачали по трубопроводу в Турцию. В каком-то месте, Петров с Башировым, у них отпуск бывает когда-нибудь или нет? По всей планете. Вот. Потом ОМВ «Петролиум» своими заявлениями, я так понимаю, позволила румынским политикам отдохнуть. Вот эти Шерлоки Холмсы. Общее расследование именно нефтяников, не политиков. 8 августа сообщение о том, что источник заражения емкости в Джейхане, то есть дело не в трубопроводе, дело не в рабочем на месторождении, вот совершенно конкретное место. И вот эта ситуация критического риска преодолена. Официальное сообщение от Министерства энергетики все той же Румынии 20 августа. Все успокоились, проблема всего-навсего в каких-то емкостях, с этим можно справиться. Не использовать зараженные емкости, то есть ситуация должна нормализоваться. И, кроме того, пошли новости из Италии. Компания «Иниза» первой сообщила 30 июля еще, да, вот такая нефть есть, мы ее покупаем. Сообщение о том, по каким ценам покупают, естественно, не поступало. Понятно, что наверняка добились какой-то серьезной скидки. Дальше идет качественная нефть, разбавление, отправка на переработку. То есть вот вся эта сенсация, бывает такое в нефтяном бизнесе, никуда от этого не денешься. Кроме того, вот из свежих новостей спутники нам сообщают, что танкер с нефтью Азери-Лайт идет к Сардинии. Компания «Сарос», у нее свой нефтеперерабатывающий завод, она пока никак не комментировала, но зато появилось название танкера «Дельта Блу». Ну и вот сейчас аккуратно. Алжирский завод возле порта Аугуста, это уже на Сицилии, совершенно спокойно, без напряжения, да, мы покупали азербайджанскую нефть, да, мы ее перерабатываем, мы знаем как. На мой взгляд, эпизод закончился. Что касается Казахстана, все, что происходило с этой
органикой не касалось казахстанской нефти. То есть они тут совсем ни при чем. Но вот это заявление министра энергетики Казахстана о том, что переговоры ведутся, это такое первое признание того, что поставки были прерваны. Я думаю, что Казахстан поступил совершенно логично, подождать, пока хоть какая-то ясность, кто где что заражал, кто где бегал с ведрами хлорки. Выяснили, все в порядке, переговоры пошли. Я думаю, что здесь каких-то особых проблем не будет. По планам Казахстана в этом году через Каспийское море танкерами должны уйти в общей сложности 1,7 миллионов тонн. За первое полугодие 783 тысячи тонн уже было отправлено. Так что время догнать до плановых цифр есть. Не думаю, что переговоры будут долгими. Уже точно известно, где скрывалась проблема, значит, можно спокойно работать. Ну, то есть, все-таки проблема не в азербайджанском нефтедобычном комплексе, да, вот, который мы сейчас и показываем, а именно в турецких... И не в трубопроводе, а вот в портовых емкостях. Что там было, в связи с чем? Ну, я думаю, что... Ну, как наказывают в Турции, мы же знаем из одного хорошего фильма, вот найдут того, кто... Зачем туда надо было добавлять? Ну, то есть, я так понимаю, где-то в емкость с тяжелой нефтью, да, бахнули, ну либо не почистили, не прокачали. Ну, пусть они уже сами там разбираются. Эпизод закончен. Я так понимаю, что экономический урон у Азербайджана, очевидно, был, потому что нефть марки Азерилайт, она действительно очень легкая, она действительно катастрофически какое-то малое количество серы, 0,01% таких марок нефти немного на планете. Она всегда была премиальной по отношению к бренду, шла обычно на 5-6 долларов, на 5-7 даже долларов выше, чем нефть марки Brent. Последние сведения трейдеры сообщали, что вот эта премия снизилась до 1-2 долларов. Ну, так тоже бывает, надо как-то тщательнее надо. Я думаю, что рано или поздно мы подробности узнаем, что произошло. Но мне кажется, что эпизод закрыт. В течение этой недели президенты, руководители, скажем так, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана провели встречу скажем так, в пригороде Туркменбаши, насколько я понял, столицы Туркменистана, где обсуждался ряд, в том числе, энергетических проектов. Вот то, что я нашел, значит, в рамках развития энергетического партнерства обретает значение экспорт электроэнергии, в том числе из Туркменистана в Узбекистан. Планируется строительство на Туркменском берегу Каспия новой электростанции мощностью 1500 мегаватт и, соответственно, поставки электроэнергии в Азербайджан и через Азербайджан в европейские страны. Ну и особо подчеркивалась необходимость рассмотрения вопросов, связанных с экспортом природного газа из Туркменистана в Азербайджан и Узбекистан. Вот, по поводу Узбекистана я еще понимаю, Азербайджан, экспорт газа, на твой взгляд, какие могут быть, скажем так, реализованы проекты и в какое время, и с чем они могут быть, с чем связана такая активность? Ну, на самом деле, действительно, встреча была, вот такое коммюнике было. Выяснить какую-то конкретику из всего этого достаточно сложно. Строительство новой газовой электростанции в Туркмении более чем оправдано, потому что нужны расширения мощностей портов. Расширения без новых объемов электроэнергии не бывает. Не исключено, что в Туркмении возникли планы электрификации железной дороги, которые приходят из Казахстана, уходят в Иран. Это участок не электрифицирован, может быть, и для этого. Но с учетом того, какую информационную политику проводит Туркмения, узнаем мы об этом сейчас или через год. Сложно сказать. Что касается вот этой загадки с поставками туркменского газа в Азербайджан, не очень понимаю, о чем идет речь. Вот честно, просто не понимаю. Если это отголоски проекта «Набукко», с которым вся Европа бегала 20 лет, и пока его не похоронила. Вот, кстати, касались компании ОМФАО. Она, собственно говоря, была оператором несостоявшегося проекта.
Напомню, что по соглашению, подписанными странами Каспийского моря, какие бы то ни было инфраструктурные проекты требуют согласия всех 5 стран. Начинать все сначала, проект Набуко, давайте через Каспий проведем трубу, но это уже было. Может быть, какие-то варианты со своповыми поставками. Туркмения и Иран своповые поставки осуществляли. Туркмения поставляла свой газ в Иран, Иран поставлял свой газ в Турцию. То есть, если все это суммировать, то на бумаге это получалось, что туркменский газ пришел в Турцию. В Турцию поставляет газ и Азербайджан. Может, здесь какой-то вот еще более сложный вариант свопа. Ничего другого, более реального я придумать не могу. Представить себе, что используется система магистральных газопроводов Средней Азии Центр. Из Туркмении до России трубы проложены, но это сложно. Так что, поскольку расшифровки в коммюнике не было, вот остается только размышлять по этому поводу, что все это могло значить. Поставки в Узбекистан. Узбекистан неоднократно просил Туркмению выйти на долгосрочный договор. Вот, извини, у нас как раз перед глазами карта в Средняя Азия Центр, да? То есть, да. Насколько я понимаю, есть ветка, которая идет из Туркменистана в Узбекистан. Есть ветка, неоднократно Туркменистан выручал Узбекистан, когда вот эта аномальная зима была, когда какой-то дефицит газа возникает, но при этом Туркмения не идет на долгосрочный контракт. Разовая помощь в течение отопительного сезона, какой-то объем, да, пожалуйста. Здесь есть еще одна проблема, я не знаю, как ее будут решать, способы есть, но достаточно непростые. Месторождение Галганыш на территории Туркмении, оно, во-первых, само по себе достаточно с геологической точки зрения сложно, во-вторых, там высокое содержание азота, значительно выше, чем в том газе, который приходит с севера. В Узбекистане вот такая формулировка есть, они расширяли свою газораспределительную систему для увеличения возможности получать газ с севера. Откуда с севера, не знаю. Наверное, там, из Антарктиды, вот таким крюком. Газ, приходящий из России в Узбекистан, 99% метана, и газ, приходящий из Туркмении, 91%, это, если использовать газ как энергетический ресурс, то это разная теплота сгорания, здесь дополнительные сложности на электростанциях возникнут. Но, может быть, если стороны перейдут к долгосрочным каким-то, хотя бы среднесрочным контрактам, тогда у Узбекистана появится смысл дополнительно изменять проект так, чтобы можно было оба вида газа использовать. Но, тем не менее, тут переговоры были, выльется это в подписание контрактов между странами, пока сказать сложно. Один из вариантов того, о чем могли вести переговоры, может быть, вот опять же, мое личное оценочное мнение, речь может идти о тарифной политике по отношению ко всем транзитным поставкам. Напомню, что на минувшей неделе был телефонный разговор Владимира Владимировича Путина с президентом Ирана, после чего на многих иранских сайтах пошла информация о том, причем она уже без ажиотажа, так вот спокойно в рабочем порядке, что до конца года начнутся поставки российского газа на север Ирана. Ну, то есть, я так понимаю, это через... Это транзитом через территорию Азербайджана. Через Азербайджан, да. Напомню, что об этом же говорил и Владимир Владимирович чуть раньше, о том, что первые поставки будут в пределах 2 миллиардов кубометров, называлось в год. Называлась точная цифра 1,8 миллиарда кубометров. Связано это с тем, что трубопровод, приходящий в Азербайджан из России, имеет годовую мощность 2,5 миллиарда кубометров. То есть 1,8, вот для чего 0,7, ну, со временем узнаем. Может быть, для внутреннего спроса внутри Азербайджана, может быть, для продолжения поставок в Грузию. Грузия получает азербайджанский газ, ну, как российские молекулы становятся азербайджанскими, надеюсь, понятно. Грузии надо соблюдать, так скажем,
политическую корректность. России надо продавать газ, Азербайджан, я думаю, на помощи в этом замечательном контракте тоже какие-то деньги зарабатывает. Ситуация вин-вин-вин, возможно, она будет продолжена. Сложно сказать, что все это значит, с учетом, так скажем, ставших внезапно не самыми простыми отношения России и Азербайджана. Я политические нюансы комментировать не собираюсь, но тем не менее. И посол Исламской Республики Иран в России тоже говорит о том, что ожидают начала поставок уже в этом году. На всякий случай напомню, почему это выгодно Ирану. Иран на разных вариантах географических карт, конечно, выглядит по-разному, но расстояние до его северных горных районов, где зимой реально холодно, идет снег и есть морозы и все что угодно еще, от месторождения Южный Парс 2000 километров. Отсутствие подземных хранилищ газа, что не позволяет балансировать спрос на газ. Он бывает разным, а ближайшее подземное хранилище газа находится географически возле Тегерана. Разумеется, мегаполис все ПХГ использует на все 100% возможностей. Поэтому вот такая комбинация. Понятно, что трубопроводы от Южного Парса проложены. Если добавится работающий трубопровод с севера, то можно уже комбинировать, можно о чем-то думать. То, что происходило, если кто-то заметил зимой этого года в Тегеране, когда вынуждены были сокращать и объемы, не в Тегеране, а на севере Ирана, вынуждены были и частично сокращать подачу газа, и неверное отключение, но ограничения по выработке электроэнергии, все это было. То есть это климат вот такой, какой есть. Это горы, но от всего надо перестраховываться. Тем более, что для Ирана вопрос с плотностью населения, ну, вот как в России этот вопрос есть, как в Китае этот вопрос есть. На севере для Ирана холодно. Это сейчас я не в качестве шутки, там горы, там действительно холодно. Вся прикаспийская территория – это горы. Почему вот такие проблемы со строительством оставшегося железнодорожного участка Решта-Стара, там скальная порода и так далее, и так далее. Как все это увязывается с тем, что мы слышим от политиков России и Азербайджана, мне сказать сложно. Здесь какие-то тайны византийского двора. У нас вот тоже принято что-то умалчивать, о чем-то говорить вслух. Посмотрим. И в этом случае, да, возникает вопрос, каким должен быть тариф на прокачку газа во всех трех случаях. Напомню, что касается Узбекистана, да не только приходит газ, он оттуда и уходит транзитом в Киргизию. То есть тоже вопрос, может быть, согласование тарифов идет вот таким образом. Будем надеяться, что рано или поздно нам подробности расскажут. Кроме вот этого коротенького коммюнике, я достаточно старательно искал на сайтах всех трех государств, пока вот все, что есть. Ну, хоть что-то, да. Зная информационную политику Туркменистана, хоть что-то. Да, и это речь, наверное, уже даже и много получилось. Конкретно по энергетике. Там были еще заявления про культурное и прочее.